Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Джонатан Лай и его жена молодая пара из Калифорнии. Семья проживает в городке Ирвин, и у них есть маленький сынишка Джош. Оба родителя работают полный рабочий день. Джонатан занимается недвижимостью, а его супруга юрист крупной компании. Как у двух занятых родителей, у пары назрел вопрос. Нужно было найти хорошую няню, которая бы ухаживала за их третьим сыном, купала, готовила вкусную здоровую еду и следила за тем, чтобы малыш был в безопасности. Как оказалось, это огромная проблема, ведь чтобы доверить своего ребенка другому человеку, нужно быть уверенным в нем на все 100%. Джонатан сделал десятки звонков и провел не одно интервью с кандидатками на должность няни. Было непросто, но все же он нашел ее идеальную няню. Ею стала Дженна Ли Бейкер. Родители видели, как Дженна относилась к их сыну, и чувствовали, что девушка любит его как родного. Как выяснилось немного позднее, интуиция их не подвела. Это был обычный день. Дженна отвела мальчика поиграть на ближайшую детскую площадку. Вернувшись домой, няня вдруг почувствовала что-то неладное. Девушка заметила, что некоторые вещи в доме разложены совсем не так, как она их оставляла. Тогда Дженна поняла, в дом кто-то пробрался, и они с малышом в опасности. Когда она это осознала, непоседа Джош уже убежал на кухню и громко закричал, зовя ее. Тут же Дженна услышала шум, который доносился с верхнего этажа дома. Девушка не испугалась и сразу поняла, что нужно делать. Она помчалась на кухню, схватила ребенка и выбежала на улицу. Казалось, самое страшное позади, но в момент, когда опасность почти миновала, она увидела, как какой-то мужчина бежит по ступеням дома в ее направлении. Это было ужасно страшно, вспоминает девушка. Многие бы в этот момент, позабыв обо всем, спасали собственную жизнь, но не Дженна. Девушка побежала к соседям, чтобы доставить малыша в безопасное место, а заодно позвонить в полицию. К счастью, закончилось все благополучно. Правда, воришке все же удалось скрыться, но ребенок был в безопасности, цел и невредим, и это самое главное. Родители малыша считают, что в тот день их няня поступила героически. Молодая девушка не поддалась панике и в первую очередь думала о ребенке. Все происходящее в тот злополучный день было зафиксировано камерами наблюдения, расположенными по всему дому. Оказалось, что грабитель пробрался в дом, когда няня с малышом гуляли, и находился там довольно долго. Было видно, что он искал ценные вещи и попутно устроил в доме настоящий бедлам. Страшно представить, чем бы все это могло закончиться, если бы не мгновенная реакция Дженны. Позже отец малыша признался, что тот день навсегда изменил его жизнь. Он вдруг осознал, что, мол, лишится своего сына. Родители малыша всю жизнь будут благодарны Дженне за ее героизм. Вот так, ища хорошую няню, они набрели на настоящего ангела-хранителя своей семьи. Сама же девушка не считает свой поступок подвигом. «Это не героизм», — отвечает Дженна, — «это просто моя работа, ответственность». Если вас тоже тронула эта история, поделитесь ею с друзьями. А свое мнение на этот счет пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.